Всем привет! Сегодня с вами мы поговорим по поводу прямоугольного донышка и четких размеров изделия. Ну, это будет больше касаться новичков, чем старичков. Поэтому, хотя, в принципе, может и старичкам тоже что-то пригодится. Значит, у меня изделие будет 16,5 на 16,5. Ширина и длина. Итак, значит, что мне нужно? Первый совет, который я могу вам дать, если, допустим, у вас клиент заказывает изделие, да, ему нужно вставить в нишу. Допустим, вот ширина ниши, это глубина ниши. Вот это глубина, а это ширина. Значит, я бы советовала, что вам сделать. Первое, это спросить размер ниши, внутренней части. Для чего? Для того, чтобы вы не прогадали с размером. Обычно там человек, когда замеряет, он там говорит, там, ну, допустим, да, вот там 17 и 17. Ну, 5 миллиметров это очень мало для того, чтобы стала наша коробочка вовнутрь. Поэтому спрашивайте внутреннюю часть размеров. То есть какая ниша, каких размеров. И тем самым, то есть вы будете знать, сколько вам плести. Я бы рекомендовала, если, допустим, вот там 20 на 20, да, возьмите по 2 сантиметра. Сантиметр с одной стороны по бокам, чтобы вошла у вас ниша. Ну и глубину там уже произвольно. То есть либо вы можете встык делать прям с краем полки, либо отступить 1 сантиметр. То есть это вы уже обговариваете с клиентом. Но по бокам, если, допустим, у нас общая внутренняя часть 20 сантиметров, то делайте коробочку 18 сантиметров. То есть 2 сантиметра, с одной стороны 1, с другой стороны 1, вполне достаточно для того, чтобы в нишу стала ваша коробка идеально. Так вот, приступим к нашему размеру. Значит, у меня 16,5 на 16,5 изделия. То есть у меня коробочка должна выйти 16,5 на 16,5. Значит, первое, что я делаю, это откидываю по 1 сантиметру со всех сторон. Вернее, в общем, 1 сантиметр я откинула. Это на стенки нашего плетения. То есть у меня полотно нижней части, дно, должно быть 15,5 на 15,5. Все. То есть мы первое, значит, отнимаем 1 сантиметр на стенки. От этого 1 и от этого 1. Есть. Все, с этим мы определились. Значит, оставляем в сторону. Еще хочу сказать такой совет. Форму, если вы плетете по форму делайте строго после того, как вы сплетете полотно. Почему вы таким образом не прогадаете с формой? Ну, естественно, с размером всего остального. Приступаем. Теперь. Дальше. Вы изначально должны продумать, как вы будете плести свое донышко. Я обычно плету донышко без оплетания по кругу. То есть вот я сплела полотно, сразу подняла стойки и начала оплетать. Я сейчас покажу, как это выглядит. Так, вот моя коробочка. Вот если вы обратите внимание вовнутрь, то есть я не оплетала по кругу. Вот, я сплела дно и вот сразу подняла стойки на плетение. Все. То есть у меня будет плестись стойки без оплетания по кругу, то есть буду сразу поднимать стойки.
То есть, если я сразу поднимаю стойки, значит у меня вот так вот такой же размер и остается. В данном видео мы разберем именно подъем вот такой вот. То есть сразу без оплетания. Будет еще одно видео, там где я сделаю расчет на то, как оплести по кругу. Так, значит, если мы не плетаем по кругу, у нас и остается 15,5 на 15,5. Все. Итак, дальше. Какое расстояние лучше выбирать мне? Ну, так как у меня коробочка маленькая, здесь у меня расчерчено 3 сантиметра квадратик, то есть 3 на 3. Поэтому мне вполне достаточно. Стойки у меня будут двойные. Значит, мне нужно 15,5 на 15,5. Смотрим. Я себе сразу вот так. Вот у меня 15,5 на 15,5 должно быть полотно. То есть, давайте будем потихонечку собирать. Да? Я сейчас себе отмеряю вот так. Где там у меня 15? Вот так. Вот здесь. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Приблизительно. Я себе приблизительно выставляю так, чтобы можно было поднять стойки. Вот так. Все. И я буду фиксировать это все. Буду фиксировать булавочками. Беру чуть ниже, вставляю, чтобы потом при поднятии стоек вот эти вот отверстия, да, ну, наши, то есть у нас поместилось. Так, мне нужно 15,5 на 15,5. Раз, три. Сейчас я 3 поставлю. И будем ставить наши боковушки. Сейчас покажу, какая будет ситуация с боковушками. Ну, это я считаю не смертельно. Поэтому ничего страшного. Стойки у меня двойные. Делаю все при вас. Я так делаю всегда. То есть это не то, что там я плету просто на камеру и делаю именно так. Нет. Мой принцип один и тот же. Неважно, маленькое это изделие будет или большое. Но я еще хотела добавить, я не высчитываю там четное количество стоек, чтобы у меня было нечетное. Вот как у меня выставляется, вот так и выставляю. Все. Так, здесь. Есть. И теперь, что у меня здесь? У меня здесь 10. И мне нужно еще боковые стойки. Теперь, значит, смотрите. Как мне выставить боковые стойки? Если я сейчас поставлю так, как оно должно быть, то есть мне нужно учитывать, что у меня готовое полотно должно быть 15,5. То есть у меня должны стойки лечь на 15 сантиметров. Чуть-чуть вот так. И чуть-чуть вот так. Ну, приблизительно. Видите, если здесь у меня стойки стоят с одной и с другой стороны линии, то здесь у меня будут стойки стоять чуть-чуть вот так. Вот. Почему? Значит,
Не забывайте, что когда вы будете плести, у вас будут же еще повороты. То есть, ну, мы же трубочку разворачиваем, правильно, и плетем. И вот этот вот маленький поворотик, я вам покажу так наглядно. Вот этот вот поворотик, вот он приблизительно где-то 2,5 миллиметра. То есть с одной стороны и с другой стороны, если мы сложим, у нас получается 5 миллиметров у нас идет на разворот. То есть я выставляю стойки не на 15,5, вот, а на 15. 5 миллиметров у меня займут вот эти вот, как раз вот эти вот повороты. Все. Значит, я выставляю на 15 сантиметров. 5 миллиметров у меня будет разворот. Вот сюда я ставлю сейчас. Так. И с этой стороны также мы устанавливаем наши стойки. Может, у кого-то есть какой-то станок. Я привыкла так, мне так удобно. Все. Вот. Проверяем, чтобы у нас было 15 сантиметров. Есть 15 сантиметров. И вот эти вот полмиллиметра у меня пойдут на вот эти вот развороты, когда мы будем возвращаться плести наше дно. Все. У нас готовое полотно будет по ширине 15,5. Ну, естественно, высоту мы также сплетем 15,5. Все, стойки установили. Как мы помним, мы установили стойки, плетем полотно и сразу поднимаем наши стойки и плетем уже стенки. То есть здесь мы заложили стойки на донышко без оплетания. Есть. Теперь установили. Дальше наша задача. Вот эти стойки у меня пойдут на угол. То есть это угловые будут стоечки. То есть, чтобы вы понимали, что вот эти стойки, вот эти у нас угловые. И, естественно, с этой стороны будут угловые. Что я делаю? Я начинаю просто проплетать первый ряд. Как вы поставите? Снизу, сверху, как вам удобно будет. Я вот как-то, как получается, так и ставлю. То, что здесь расстояние между стойками меньше, чем здесь, ну, я считаю, что это не настолько критично, чтобы прям это было прям ой-ой-ой. Так, теперь, значит, смотрим. Вот когда поднимутся стойки, вот это и вот это будет угол. То есть вот эта стойка и вот это угловые наши. Все. А вот это у нас пойдет первая стойка от боковой части. И здесь у нас будет первая стойка от боковой. Готово. Все, здесь мы выставили. Начинаем плести. Я подставляю стойку. Можно подставить длиннее, короче. Все равно вот эта вот стоечка, которую мы сейчас подставим, она все равно у нас будет лишняя. Ну, как лишняя? Ну, относительно лишняя. Можете ее либо обрезать, либо поставить к боковой. То есть у вас вернее, к угловой. У вас на углу будет просто 4 стойки. Я как бы оставляю вот такой небольшой кончик. Я его потом вплету и все. Поехали оплетать наше дно. Напоминаю, у нас стойки должны быть двойные. Следим хорошо за нашими стоечками. Есть. Оплетаем. Хорошо. Не затягивайте, вот самое главное, не затягивайте вот эти вот наши боковые.
Так, сейчас я возьму свой клей. И здесь. Так, вот так. Проплетаем. Не затягиваем. И контролируем свои стойки, чтобы они стояли все на своих местах. Так. Здесь мы нарастим. Хорошо следим, чтобы у нас трубочки шли четко по нашим меткам. А наши метки — это вот эти вот квадратики расчерченные. Вот на него мы и ориентируемся. Так, здесь сейчас нарастим. У меня здесь трубочки, конечно, где-то газета, где-то бумага газетная. Так. Значит, приблизительно вот у меня расчерчено, да. Я смотрю, сколько у меня будет витков вот здесь. То есть у меня получается 3 витка в серединке. Сейчас я доплету. У меня должно быть с каждой стороны по 3 виточка. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. Можно делать 4, но вы тогда можете не попасть в расстояние, что приблизительно было одинаковое как здесь, так и вот с этой стороны. Ну, давайте померим, сколько у нас здесь выходит. Вот у нас выходит 2,5. У нас здесь 2. Полмиллиметрика нам нужно еще доплести. То есть, давайте сделаем по 4 разворота. Вот раз, два, три, 4. И еще мы сейчас посмотрим. Так. И вот чем хорошо размечено, это тем, что здесь у меня есть ориентир этой линии. Вот так раз. И вот так. Вот. Готово. Теперь вот у нас одна стойка пойдет. На эту не обращаем внимания. И вот эти. Это у нас боковые. У нас должны быть двойные стойки. Все, 4 здесь, 4 здесь. Оставляем сюда. Оставляем сюда у нас хвостик. Теперь подставляем одну трубочку в одну сторону, одну трубочку в другую сторону. Все. Так. Вот у нас здесь 2 стойки есть. Здесь у нас одна. Но мы что делаем? Мы просто подставляем нашу трубочку рабочую и начинаем уплетать дальше. И так мы плетем
до самого нашего конца, до нужной высоты. Здесь мы разворот. И идем дальше. Итак, теперь давайте посмотрим, что у нас с нашими витками. Если помните, мы стойки ставили на 15. Вот, на 15 мы выставляли. С витками должно быть 15,5. Вот у нас 15,5. Вот эти как раз полмиллиметрика. И пошло. То есть то, что нам и нужно. Полотно готовое 15,5. Я сейчас приплету в высоту еще на 15,5 и включусь. Так, сплела я донышко. Итак, значит, какая ситуация? Вот здесь сверху у меня получилось 3 витка и 1 хвостик. С этой стороны хвостика нет. Для меня это не настолько критично, что прям вот смертельно все, нужно срочно 4 витка. Вариант какой? Можно здесь с этой стороны подтянуть, сузить и здесь сделать 4 витка. Ну, это уже на ваше усмотрение, хотя я не вижу в этом ничего абсолютно прям такого страшного. Теперь, значит, что нам нужно сделать? Как я говорила, мы поднимаем стойки. То есть мы берем, пока у меня стойки влажные, и вот загибаем прям вот так вот, чтобы было вровень с нашим вот плетением. Вот так. Все мы стойки поднимаем. Это угловая вместе с вот этой, с этими. И здесь мы все поднимаем. И здесь. После того, как вы сплели, вам нужно подготовить форму. Форму тоже нужно сделать правильную. Что значит правильную? Такую, чтобы ваша форма не расперла ваше плетение. То есть, чтобы не получилось, что мы готовили на одно, а получилось совершенно другое. Как подобрать? Я бы советовала бы... Сейчас покажу, где моя линеечка, где это была. Ой. Значит, форму, вот если обратите внимание, вот есть 2 трубочки. Вот ваша форма должна стать так, чтобы одна трубочка, самая крайняя, вот эта была видна. Точно так же и с этой стороны. То есть она должна быть видна. Вот тут должна стать форма. То есть край формы. С этой стороны должно быть приблизительно вот так. То есть одна трубочка вот так вот должна... Край формы должен стать вот как у меня линейка лежит. Вот так вот. Когда вы поднимете, у вас здесь будет зазор для того, чтобы ложился ряд. Либо это веревочка, там, либо ситец, ну, не имеет значения. То есть наша форма должна быть меньше со всех сторон на 1 сантиметр. Смотрим. Если у нас... Где моя ручка? Если у нас полотно 15,5 на 15,5, то форма должна быть на 1 сантиметр меньше. Значит, будет 14,5, где-то 14,5 и 14,5. Я подготовила форму. Вот она. 14,5 и 14,5. 14, здесь 15. Здесь, так, где у меня? 15, неправильно померила. 15,5, 15,5. Если мы устанавливаем форму, вот как я говорила, вот у вас должна быть видна трубочка. То есть ваши повороты и трубочка должна быть видна. И с этой стороны вот так вот должна стоять у вас форма. Вот. Артем, ну то що зробити, як воно таке? Чорне він не хоче таке.
Вот так вот должно стать. И вот с этой стороны вот так. Теперь это нам нужно зафиксировать. Я возьму обычную резинку. Сейчас покажу. Вот так вот я подставлю сюда. Здесь у меня узелки, будет неудобно плести. Я возьму вот так вот резиночку и подрежу. Так, под низ. То есть мне нужно форму поставить и зафиксировать. Вот так. Ставлю сразу на место. Привязываю. Раз. Здесь выставляю сразу по своим местам, так как оно должно быть. То есть одна трубочка должна выступать. И с этой стороны одна трубочка должна выступать. Вот так. Сначала мы сейчас все поукладываем. И с этой стороны я тоже привяжу нашу форму. Вот так. Все. Вот у меня все выставлено. Все везде проверила. И теперь начинаем плести. Здесь как выйти с этого положения? Легко. Берем пол трубочки. Просто подставлю вот так. И вот у нас угол готов. Итак, начинаю проплетать. Как я делаю? Где мои инструменты? Я вот подставляю под виток. Вот так. Туда. И вторую точно так же. Сейчас. Вовнутрь. Так, сейчас отвертку найду. Вот. Можно вот так вот прям даже поднять стойку одну. Вот так. А можно наверх. Вот так. Ну, лучше, конечно, вот мы под низ поставим. И теперь с этой стороны прям под виток мы поставим. Все. Вот так. И теперь начинаем оплетать. Конечно, первый ряд очень неудобный. Ну ничего. Я вот так вот поворачиваю, наклоняем и проплетаем. Вот у нас как раз угол. Угол мы сразу ставим. Раз. Я сейчас покажу более, чтобы было видно. Здесь как раз вот те 4 трубочки, начало, которое у нас было. Вот. Сейчас все будет видно. Вам может не видно, потому что я же говорю, что это первый ряд, и он очень неудобный. И самое главное, что это хорошо, очень хорошо прижимать прям к форме. Как формировать угол?
одна трубочка на одну сторону, вторая трубочка на вторую сторону, а вот эта трубочка образует угол. Вот так. И здесь мы сейчас нарастимся. Первый ряд, я же говорю, он очень неудобный, но ничего. Справиться можно. Так. Второй ряд уже будет намного легче. Если у вас форма большая, нет возможности прикрепить резинкой, вот так, как я показываю, то возьмите обычный малярный скотч и просто прикрепите к форме, поприклеивайте. Теперь, почему вначале я сказала, что рабочее полотно, которое на дно, да, короба нашего, почему оно должно быть меньше на 1 сантиметр, а не на 2, допустим? Потому что как раз вот 5 миллиметров от этого сантиметра у нас ложится при плетении на дно. Вот, я вам покажу. Вот оно ложится вот вовнутрь, вот туда. И 5 миллиметров выходит сюда. Точно так же здесь. 5 вовнутрь уходит плетение и ложится прям на сам наше донышко. Вот вовнутрь заходит трубочка. И 5 выходит миллиметров сюда. То есть по наружу с этой и с этой стороны по 5 миллиметров. Вот он и есть тот самый 1 сантиметр, который мы откинули. Сейчас наглядно я доплету короб до конца, срежу стойки, и вам будет все понятно. То есть я более уже наглядно вам покажу, потому что сейчас может быть не совсем понятно. Почему я сказала приблизительно, то есть 2 миллиметра, выпала моя трубочка угловая, 2 сантиметра от ниши, которую мы будем вставлять. Почему? Потому что у вас может быть, допустим, узор там веревочкой из 3, либо еще что-то. То есть вам в ширину может увеличиться там, на пару миллиметров ваше изделие. И вот чтобы вы не прогадали, то мы 2 сантиметра откидываем. Так, и вот у нас уже начинает потихоньку все вырисовываться. Вот. Я сейчас по кругу проплету. Буквально там несколько рядочков. И включусь, покажу, что получилось. И, естественно, уже покажу, почему по одному, вернее, почему мы 1 сантиметр откинули. Так, ну что, я сплела коробочку. Вот что получилось. Вот. Теперь, что мне надо? Теперь мне нужна загибка. Ну, это уже такое. Теперь давайте мерить. Нет, давайте не так. Вот так. Вот у меня получается 16,5. 16,5. Чуть подровнять. Вот 16,5. То есть полмиллиметрика еще может занять чуть-чуть ваша загибка. Но это уже не смертельно. То есть мы же отобрали
на 1 сантиметр, мы же-то убирали по 2 сантиметра, 1 сантиметр с одной стороны, другой с другой. То есть с учетом того, что еще будет загибка, то есть чуть-чуть на загибку идет. Но сам факт то, что у нас получилось, в принципе, одинаковая сторона. То есть по одинаковой стороне все. И теперь, если присмотреться, теперь обратите вот внимание. За вот край нашего плетения, да, вот сами стенки выходят приблизительно на миллиметров 5. С одной стороны, если присмотреться, с другой стороны. И вот 5 миллиметров с этой, 5 с этой, это и есть тот сантиметр, который мы убрали изначально. То есть получается, что вот эта часть стенки ложится вот она ложится на плетение донышка, а вот эта часть стенки, она выходит за плетение. То есть, грубо говоря, здесь у нас сантиметр, приблизительно там 0,7 или 0,8. Вот, то есть, грубо говоря, 1 сантиметр, и вот наша форма. Вот если отталкиваться от выше написанного, то получается, что нам форма нужна на 2 сантиметра меньше, чем у нас наши изделия. Вот и все. То есть вот это нужно понять. То есть это у нас тогда, когда мы поднимаем сразу стенки. Вот так вот у нас этот расчет на такое плетение. Вот. Вот такая вот коробочка у нас получилась. То есть еще раз давайте мы пропишем, потому что если вы кто-то захочет себе, чтобы не просматривать видео, я запишу. Повторим. Значит, у нас от нужного размера изделия мы отнимаем 1 сантиметр со всех сторон. Вот. И это у нас на стенке идет. Вот. И еще минус 1 сантиметр это форма. Все, я думаю, вам понятно то, что я объяснила. Ну, уже разжевать уже просто дальше просто некуда. То есть, ну, в принципе, я надеюсь, что вопросов не будет. Если будут все-таки вопросы, хотя я в чем сомневаюсь, то пишите обязательно в комментарии. И опять же таки, все свои пожелания также пишите в комментариях. Напомню, что это у нас коробочка без оплетания по кругу, сразу с поднятием стоек. Будет еще видео там, где мы будем оплетать по кругу и тоже выплетать такую же коробочку. Все. Вот такое вот. Если видео было полезно, понятно, пальчик вверх. Не забывайте подписываться. Ну, в принципе, все. Вот так. Вот такая вот карабулька у нас получилась. Делаем загибку. Вот обычная салфетница. Самая простая. Все. Всем пока-пока. Я думаю, вроде все объяснила.